день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами продолжаем работу над узорами, похожими узорами, да? Работали вот над таким, и сегодня будем работать над таким. Я специально связала, это наш был первый узор, а вот это наш второй узор я связала с той же самой ниткой, с той же толщиной крючка. И вы вот видите, как бы они, конечно, разные, да, смотрятся каждый по-разному, но если мы с вами посмотрим схему, то в них есть определенное сходство. У них раппорт 10 петель, у них вот присутствуют вот эти вот столбики. Опять-таки 5 на 5, скажем так, идет чередование наших столбиков, но смотрятся они по-разному. Итак, сегодня мы с вами будем разбирать вот этот узор. Кто этот узор не видел, сейчас есть ссылочка. Вы сможете пройти по этой ссылке, посмотреть этот узор. Ну, а кофта. В первых видеокадрах вы видели именно кофточку этим узором. В нее еще входит вот такой квадрат. В следующем видео у нас с вами будет этот квадрат, поэтому подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Итак, приступим. Для этого образца я тоже набрала 31 воздушную петлю. Если в первоначальном образце мы с вами вязали столбики без накида, в этом нам предлагают сразу же на цепочке начинать вязать наш узор. Ну, это в принципе не принципиально, можно начинать и так, как и первый узор мы разбирали. Я сделала одну воздушную петлю, через одну петельку захожу в цепочку и подряд вяжу 3 столбика без накида. 1, 2 и вот 3. 3 столбика связали. Теперь 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Накид. Через 2 петли на нашей цепочке заходим в третью. И в третью петельку мы вяжем 2 недовязанных столбика с одним накидом. И затем закрываем их в одну вершину. 3 воздушных петли, через 2 воздушных в третью петелечку зашли и подряд вяжем 5 столбиков. Это у нас будет, да, без накида будет первый, это у нас с вами второй, вот третий, четвертый и пятый. Связали мы с вами 5 столбиков. Далее идет все повторение. 3 воздушных петли, накид, через 2 в третью петлю, 1 недовязанный столбик, второй, соединяем их в одну вершинку. И далее все продолжаем. То есть здесь у нас идет повторение, как в первом, так и в этом узоре. Связала я до конца, завершили мы с вами 3 столбиками без накида, и у нас получилось 3 раппорта, которые тоже составляют 10 воздушных петель. Повернули вязание, вяжем 1 петельку подъема и в первый столбик вяжу столбик без накида и во второй столбик. Третий у нас столбик в этом случае, в этом ряду мы не задействуем. 1, 2, 3. Смотрим, что у нас здесь. Мы заходим под первую арку, вяжем 1 столбик без накида. Вяжем столбик без накида, вершинку самого столбика. Нужно попасть так, чтобы красиво было. И третий столбик вяжем под вторую половинку арки. Вот так. Дальше 1, 2, 3. Вот здесь у нас с вами было 5 петель. Мы заходим во второй столбик, или вернее 5 столбиков, в третий столбик и в четвертый. То есть с одной и с другой стороны мы не довязываем или не провязываем по одному столбику. 1, 2, 3.
опять нам попадается вот такая вот арка со столбиком, да? С одной стороны в арку столбик, в вершину самого столбика столбик, и с другой стороны арку тоже столбик. Ну и далее, конечно, мы с вами все повторяем. 3 воздушных петельки, один столбик пропустили, зашли во второй, в третий и в четвертый. Вот так. Прошла я второй ряд. И теперь смотрите. Вот с этой точки я вяжу 3 петельки подъема, накид, и в нее захожу, вяжу недовязанный столбик. Я присмотрелась к схеме, там вообще-то показано вроде как бы 3 недовязанных столбика. Давайте будем вязать 3, хотя в первом нашем варианте узоре, да, был 2. Мы связали с вами 3 столбика, здесь было 2, я так думаю, это вы можете сами, в зависимости от толщины нитки, можно регулировать вот этот вариант столбиков. Столбик связали, теперь 1, 2, 3. Вот здесь у нас с вами было 3 столбика. Я захожу под арку, опять-таки вяжу первый столбик, вяжем 3 столбика, которые были у нас в нижнем ряду, второй и вот третий, да, и столбик у нас идет под арку опять. То есть в итоге мы с вами получили 5 столбиков без накида, 3 воздушных петли, накид. А здесь у нас с вами 3 столбика, я захожу в центральный, во второй, и вяжем 3 недовязанных столбика с одним накидом. Вот так. И закрепили 3 воздушных петельки. Что у нас с вами здесь? Здесь у нас столбики. Из 3 делаем 5. И так чередуем. 1, 2, 3, 4 и 5 под саму арочку. Дошла я до края. Здесь мы опять с вами связали столбик с одной вершины. Поворачиваю вязание, воздушная петелька, и в этот столбик я вяжу столбик без накида, и под арочку вяжу столбик без накида. Вот так. Теперь 3 воздушных петельки. Из наших 5 мы делаем 3, то есть 1 столбик пропускаем, зашли во второй и подряд связали 3 столбика. С одного и с другого края мы с вами не провязываем по столбику. Далее 1, 2, 3 я захожу под арочку, столбик без накида. Захожу в вершину самого столбика, столбик без накида, и захожу под вторую половинку арки. 3 столбика. 1, 2, 3. Из 5 опять-таки делаем 3. Во второй, в третий и в четвертый. Первый и пятый у нас не задействованы в этом ряду. Так продолжаем. Завершили ряд 2 столбиками без накида. Один под арочку, другой в сам столбик. Повернули вязание. Воздушная петелька. Первый столбик, столбик без накида, первый. В сам столбик, это второй. И под арку третий столбик. Далее у нас с вами идут 3 столбика. 1, 2, 3 воздушных петельки, накид. Во второй, в центральный столбик вяжем с вами 3 недовязанных столбика с одним накидом
и соединяем их в одну вершинку. 1, 2, 3. По ходу движения, видите, вот у нас с вами 3 столбика, мы из них должны сделать 5. То есть мы из этих вот столбиков такие своеобразные жучки вывязываем. Вот второй, третий, четвертый и пятый. У нас 3 столбика в следующий. 1, 2, 3, 3 петельки, накид, во второй центральный столбик, 3 недовязанных с накидом и соединяем в одну вершину. Так продолжаем. Завершила я и следующий или очередной ряд. Вот здесь у нас с вами 3 столбика без накида, 1 подарочку и 2 в нижнего ряда. Повернули вязание. Теперь 1 воздушная петелька в сам столбик, вяжу столбик без накида. И второй столбик. Последний столбик мы с вами не провязываем, то есть уменьшаем количество, да? Теперь 3 воздушных петельки под арочку с одной стороны столбик, в вершину самого столбика столбик и под арочку с другой стороны, то есть 3 столбика. Здесь у нас с вами 5, делаем 3. 1, 2, 3. Первый не провязали, второй, третий и четвертый столбики без накида, 1, 2, 3 и 3 столбика опять, 1 под арку, 1 в вершинку и 1 под арку. Завершила я еще очередной ряд, и вот смотрите, уже хорошо просматривается наш узор, да, вот этот жучок. Далее давайте разберем. Я уже, в принципе, думаю, понятно, но в любом случае у нас здесь с вами последним провязали 2 столбика. В данном случае нам с вами что нужно? Я с этого столбика прямо вяжу 3 петельки подъема, накид. Ну, мы должны сюда связать 3 недовязанных, но я свяжу 1, то есть как бы 2, чтобы он не очень широко расходилось. Теперь 1, 2, 3. Здесь у нас с вами 3 столбика без накида, мы должны сделать 5. Захожу, вяжу 1 столбик, второй, третий, четвертый и 5 под арочку. Да? Вот с вами формируем опять вот такого жучка. Теперь 1, 2, 3. Что тут? Тут у нас с вами было 5, теперь 3. Получается накид в центральный. Мы с вами заходим и вяжем 3 недовязанных. Второй и третий с одним накидом и закрываем их в одну вершинку. 1, 2, 3. Что тут? Было 3, делаем 5. Под арку 1, 2, вот 3, 4 и 5. Ну, дальше, как вы понимаете, идет полностью повторение. Опять у нас столбик с одной вершиной. Завершила я и этот ряд. Да, 3 воздушных петли и столбик с одной вершиной. Я надеюсь, что уже вы поймали этот ритм, потому что он достаточно похож на наш первый узор. Да, сейчас вот этот вот. Только здесь мы с вами везде вяжем столбики без накида, а здесь у нас с вами идут воздушные петли. И под арочку 1. Да? Теперь что у нас с вами? 5. 1, 2, 3. Из 5 делаем 3 столбика. 1,
2 и вот 3. Теперь 3 воздушных петельки. Видим с вами арки, столбик, поэтому под одну половинку сам столбик и под вторую половинку. Здесь 5, делаем 3. 1, 2, 3. Зашли во второй, в третий, в четвертый. То есть ничего как бы нового далее я вам уже показать не могу, потому что он понятный узор и в то же время простой и достаточно красивый. Я сейчас свяжу еще несколько рядов, и мы уже посмотрим более полную картину. Прошла я еще несколько рядов, и вот смотрите, результат. Красивый получается узор. Вот это у нас вискоза, вот у нас с вами шерсть. И там он смотрится прекрасно. И как вы видите, вот они как бы вяжутся одинаково, но смотрятся практически одинаково. Да? Нельзя сказать, что прям точно, но шаг один и тот же. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, потому что следующее у нас тут видео будет вот этот квадрат.